Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня мы с вами будем мастерить подарок на 23 февраля для своих дорогих мужчин. Это будет не просто подарок, это будет медаль и фоторамка 2 в 1. Так что досматриваем ролик до конца, ставим лайк и пишем комментарии. Нам понадобятся ножницы, графитный карандаш, клей ПВА, бумага офисная цветная. Приступаем к заготовке модулей оригами. Для этого мы берем лист А4 формата, складываем его пополам, разрезаем, складываем каждую половинку вновь пополам, вновь разрезаем. У нас получилось 4 прямоугольника. Но нам нужно 5, поэтому мы берем еще один лист, складываем его аналогично пополам, разрезаем. Берем одну из половинок, складываем ее пополам, тоже разрезаем, получаем 1/4 листа. Из 5 прямоугольников складываем квадраты. У нас получилось 5 квадратов светло-зеленого цвета. Аналогичным образом проделываем всю операцию с зелеными листами бумаги. Нам нужно из них получить 5 темно-зеленых квадратов для наших будущих модулей. Квадраты наши готовы. Теперь можно приступить к изготовлению самого модуля оригами. Для этого мы берем квадрат, складываем его пополам, с одной стороны пополам, с другой стороны. Затем уголочки тянем к центру. Далее складываем заготовку пополам. Смотрите внимательно, как нужно сгибать наш модуль. Переворачиваем и аналогичным образом сгибаем с другой стороны. И наш модуль готов. Также складываем оставшиеся 9 модулей.
Наконец модули готовы. Начинаем сборку нашей рамы. Для фоторамочки, либо для медали. Здесь такие кармашки, обратите внимание, в которые вы засовываете краешки следующего модуля. На клей не сажайте, потому что вам надо будет многократно использовать эту рамку, раскрывать, чтобы наполнять ее. А если вы на клей посадите, то уже ничего не сделаете. И наша рамка собрана. Теперь мы можем приступить к изготовлению звезды оригами для нашей будущей медали. Для этого берем лист, складываем его пополам, разрезаем на две половинки. Нам нужна только одна половина листа. Делаем из нее квадрат, отрезаем все лишнее. Квадрат готов, складываем его пополам и повторяем все за мной. Я нарисую вам линию, по которой вам нужно будет отрезать лишнее, чтобы получилась звезда. Но ее нужно еще правильно согнуть. Длинные грани мы сгибаем наружу, короткие грани вовнутрь. Все поправляем и примеряем к нашей медали. Звезда получилась чуть больше нашего внутреннего размера медали, поэтому мы отрезаем и вновь примеряем. Теперь пришла очередь сделать основание для нашей фоторамочки либо медали. Берем гофрокартон, кладем на него нашу медаль, обводим внутреннюю часть нашей медали, прибавляем по 5-6 мм с каждой стороны. И вырезаем. Основание для фоторамочки или медали у нас готово. Мы его начинаем примерять, вставляя во внутренние пазы наших модулей. Теперь нам необходимо обклеить нашу основу. Для этого мы берем лист нужного цвета и обводим наш шаблон, который будем обклеивать с двух сторон. Теперь берем лист и разглаживаем, чтобы клей распределился равномерно и не осталось пузырьков воздуха. То же самое проделываем со второй стороной нашего основания и оставляем на просушку. Из оставшегося листа делаем полоски
для заполнения внутренней части нашей медали. Нам нужно 5 одинаковых полосок, чтобы заполнить пространство между сторонами звезды. Теперь собираем полоски и подравниваем их, чтобы они были одной величины. Примеряем к звезде. Складываем способом оригами гармошку, как было во многих предыдущих моих мастер-классах. Этот способ хорош тем, что все грани вашей гармошки будут одинаковыми. Все детали готовы, но мы вначале сделаем обратную сторону нашей медали. Это будет фоторамка, фотографию в которой можно при желании будет поменять. Примеряем фотографию, подрезаем ее по форме нашего основания, и фотографию не обязательно приклеивать, иначе вы не сможете ее поменять. Либо вам придется просто поверх ставить другую фотографию. Вставляем фотографию в фоторамку. Замыкаем наши модули. Меня все устраивает. Теперь можно приклеить ленту, если вы хотите, чтобы это была медаль. Приступаем к сборке самой медали. Для этого мы приклеиваем звезду к основанию. Нужно чуть подождать, чтобы она схватилась с бумагой основания. Потом приступаем к заполнению внутреннего пространства нашей медали. Но гармошки у меня получились чуть большего размера, чем нужно. Мы их чуть подрезаем. Вновь делаем примерку. И опять нужно чуть-чуть подрезать.
Все 5 гармошек у нас готовы. Теперь мы их начинаем приклеивать к основанию нашей медали. Для этого мы в центре немного наносим клей, на само основание наносим клей и на ребра, которые будут касаться ребер вашей звезды. Наконец, наша медаль готова. Медаль, фоторамка. Если мы возьмем красивую ленту и приклеим к нашей медали, то ее можно будет одеть на шею любимому мужчине. А звезда в другое время нам послужит хорошей подставкой для нашей фоторамки. Не правда ли интересная идея? Возьмите себе на заметку. Пришло время нам прощаться. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайк. Пишите свои комментарии. И до новых встреч, друзья, в творческой студии Елены Тюриной.